Всем привет! Я продолжаю заниматься восстановлением привезенных мне растений. И сегодня решила показать, что я буду делать вот с этой накануне размещенной орхидейкой. Ну, видео, знаете, оно будет опубликовано своевременно по графику публикования, потому что я снимаю очень много всякой информации, и поэтому в порядке очередности вы все увидите. Девчонки и мужчины, какая же, вы не представляете, какая я сегодня радостная была, когда я увидела следующее. Вы посмотрите, накануне показанный вот этот вот начинающийся вроде как появляться корешочек на шейке растения. После вот такого моего размещения, спустя сутки фиксации растения, это важно, зафиксировать орхидею, важно сделать хороший влажный слой на поверхности. Я смотрю, корешочек появился, да так настойчиво, так быстренько. Вот он, голубушка, вот он маленький, видите, зелененький, хорошенький такой. Как это быстро произошло, обалдеть. Кстати, мне многие на канале прокомментировали вообще ситуацию с Кливлендом. Говорят, очень стойкая орхидея. У меня нет такой орхидеи, это точно, я вам могу сказать, я в этом абсолютно уверена. И вообще специфику этой орхидеи, этого сортового гибрида, естественно, мне приходится познавать уже непосредственно, работая с вот таким вот не совсем ординарным, могу сказать, сложным случаем отсутствия корневой системы, практически полное. Вы видели, что там ничего в посадке нет. Один корешочек, на него я, конечно, делаю ставку. Вот он тот, так, где он у меня располагается, корешок, который я прикрыла мхом. Сейчас, вот он идет, вот сюда, вот он уходит в грунт, на поверхности располагается. Вот его кончик, но он тоже погиб. Вот этот кончик этого корня, он погиб. Поэтому сейчас обязательно, что я буду делать? Я сейчас хочу сделать еще одну обработку по уже имеющейся обработке Максимом. Не я это покрывала хозяйка этой орхидейки, место пораженное. Сейчас я беру также, я буду пользоваться тем же препаратом, которым и пользовалась хозяйка этой орхидеи. Так, давайте берем кисточку. Люблю сейчас большими кистями, потому что они длинненькие, вот эти, потому что они заходят очень далеко, глубоко, именно туда, куда мне нужно. Наношу препарат прямо сюда. Можно, кстати, иголочкой, очень удобно наносить препарат непосредственно вот прям вот сюда, на шейку орхидеи. Но вот сейчас важно мне для вас озвучить следующее. Ни в коем случае появившийся корешочек не покройте Максимом. Все, вы его потеряете. Он прогорит. Он у меня находится вот здесь. Я тут вообще ничего мазать не собираюсь с этой стороны. Я буду мазать именно на месте бывших видимых проявлений поражения ствола орхидейки. На всякий случай. Далее. На литр теплой воды, 30 градусов температура воды, тепленькая, 1,5 миллилитра привикура. И я сейчас буду заполнять посадку, как я вам сказала накануне, да, размещения, что я воспользуюсь обязательно привикуром для того, чтобы мне нормализовать ту ситуацию, возможную ситуацию по посадке, по корням. Потому что мне неизвестно, что было с орхидеей. Я ее не щупала, я с ней не работала, поэтому я сейчас буду делать в том числе и как бы, может быть, лечебную, а может быть, профилактическую работу. Крайне аккуратно заливаю посадочку водой с привикуром. Корневой грунтовый фунгицид. Системного действия. Вот горшочек у меня так, чтобы до шеи не достало. Все. Вот так. Я оставляю растение в привикуре на час, а может быть на 1,5, а может быть на 2. Это совершенно не критично. Почему? Потому что там корней нет. Все, теперь мы дальше работаем вот с этой бедолажечкой. Смотрим на орхидею. Она у меня ночь пролежала прям вот так. Я дала ей погреться. Что я сделала вчера? Но она не была холодная. Что я сделала ей вчера? Я немножко ей опрыскала вот этот мох, вот этот, как бы прикрыла тяжи, ей прямо вот так на листике
вот сюда, на тыльную сторону воду напрыскала, прикрыла вот так салфеткой, она у меня так ночь ночевала. И сегодня уже на свежую голову я все утро хожу и думаю, что мне с ней делать. Для того, чтобы мне понять, что сейчас вообще робить с этой орхидейкой, я должна понять, что у нее там, внутри этого ствола. Потому что, опять-таки, я повторяю, я не восстанавливала эту орхидейку. Мне ее в таком виде прислали, вы видели, вместе с вами все открывали, коробочки эти. Поэтому сейчас я посмотрю, что внутри. Оставлять смысла, ну, серое все, оставлять смысла вот эту вот такую заразу в уровне ствола очень опасно, потому что при понижении температуры содержания, когда растение будет находиться в стадии восстановления, наращивания корней, смотря в какую посадку я опять-таки ее посажу, я пока не знаю. Вот такие места иногда выстреливают, как рогатки. Я вам много раз говорила, что вот отсюда вот эта серая инфицированная часть, она может по стволу дальше проникать в растение. Поэтому оставлять смысл даже вот эту вот каку-бяку на ней совершенно нет никакого. Я сейчас постараюсь дойти, ну вот я уже и дошла до хорошего места. Так, цветонос мне тут тоже покрытый грибковостью совершенно не нравится. Я не хочу его оставлять. У меня все на запах. Плохо пахнет, грибковостью пахнет, нехорошей, подвальной грибковостью. Так, дальше смотрим, что у нас здесь. Постараюсь по максимуму снять все темное. И вообще вот оставлять вот это вообще даже нет смысла. Видите, они у меня ломаются прямо под этим подсекатором. Цветонос нехороший. Я сейчас чуть-чуть еще укорочу это место. Вот, теперь мне уже еще больше нравится. Больше ничего делать не надо, сошкрябывать, зачищать. Вот это вот немножко видоизмененное нет никакого смысла. Я потом обязательно после вымачивания растения в составе препарата фунгицида, я обязательно после просушки покрою это место опять-таки максимум. Но это будет потом. Что я буду делать дальше? Я хотела взять, я прям уже подготовила циркон, и хотела развести 2 капли на литр воды циркона, положить растение туда. Но нет, это я делать не буду. Сейчас я вижу, что действительно орхидея имела инфицирование шеи, и поэтому сейчас я возьму препарат фунгицид, разбавлю в воде и пролечу орхидеи методом погружения полностью в воду. Я беру фитолавин, природный антибиотик, биопрепарат от бактериальных и грибных болезней. Этот препарат очень хорошо профилактирует и лечит легкие и средние степени заболевания на растениях. На литр я беру, внимание, на минуточку, слушайте внимательно. По рекомендации производителя он разводится 2 мл на литр воды. Для меня все-таки эффект от применения фитолавина следующий. 4 мл на литр воды. То есть на пол-литра я беру всегда 2 мл. То есть я увеличиваю концентрацию рабочего раствора. Вот тогда он хорошо работает. Поэтому сегодня на литр я сегодня возьму даже не 4. Опять. Ничего с растением не будет, не бойтесь. Это природный, это не химический состав препарата, это природный состав. И увеличением концентрации, это знаете, как дозу таблетки увеличить, да? При лечении какого-то заболевания. Здесь то же самое. Поэтому ничего страшного не будет. Проверено мной на 1000 раз уже. Поэтому с этой концентрацией я работаю смело. И поэтому именно ее я вам и показываю. Обратите внимание, что препарат должен быть в сроке годности. У него сроки годности маленькие, 12 месяцев с дня производства. У меня по февраль 2022 года он годен, поэтому его можно еще использовать. И вот сейчас я вот так вот обрезанную орхидею. Здесь все хорошо, но запах все равно не нравится. Вы знаете, вот реально не нравится мне. Может, ее еще чуть-чуть подчикать.
Я, вы знаете, знаю, что можно дождаться, не убрав место бывшее инфицирования. Ну, все уже получше. Угу. Все, вот в таком состоянии я опускаю растение в препарат фитолавин. Ну и продолжаем. Лежала она у меня 2 часа в фитолавине. Вот так. Сейчас на салфеточку, вверх тормашками. Я просто уберу лишнюю воду из пазух. Вот так вот я обсушиваю место среза. И сейчас применяйте вот для таких мест среза не споробактерин, нет, не фитоспорин, потому что здесь все-таки была явная такая поражающая инфицированная область, и здесь нужно закрыть фунгицидом широкого спектра воздействия. Я хотела сейчас взять топсин. Но потом, знаете, подумала, сейчас нужно респиратор будет мне одевать, звук у меня будет приглушен в респираторе, и поэтому я сейчас все-таки по классической схеме, так как здесь уже ночевал Максим, то Максима мы прикрою место среза. Покрывайте все, не бойтесь. По зеленой шее мазать можно сквозь оболочку листа. Максим не навредит вашей орхидеи. А потом вот сквозь вот такие покрытия Максимом они хорошо пробиваются корнями и выходят живые хорошие корешочки. Делайте как можно плотную обработку этим препаратом. Чем больше наложите, тем лучше. Не так, чтобы ткани просвечивались. Я люблю вот так вот наложить. Какое-то время она подсохнет, еще раз наложить. Для того, чтобы очень хорошо дать возможность Максиму проникнуть туда, в глубину ткани. И сейчас мне очень нравится, что вот это вот все-таки достаточно длительное время находилось в воде. И вот как раз здесь как бы сейчас рыхлая такая основа, которая даст хорошую возможность проникновению Максиму туда, внутрь, сквозь волокна. Ну вот, посмотрите, обмазала, так обмазала. Видите, плотный слой с захватом. Полсантиметра живой ткани, вот видите. Все. Вот сейчас, если располагать эту орхидею не таким способом, которым сейчас я буду ее располагать, то необходимо растению вот в таком состоянии дать высохнуть, ну хотя бы ночь. Несколько часов, 5-8 часов. Чем больше, тем лучше. Нужно, чтобы Максим плотно вошел, зафиксировался и не растекался в посадках. У меня сегодня будет, ну совсем нетривиальный способ размещения, не такой, которым я часто пользуюсь. Почему? Потому что здесь вот так. Все. Ни тяжей, ни одного корня, ничего нет. Поэтому Цеофлора. Закрытое кашпо, без дренажных отверстий. Система содержания листьями вниз. Но вот у меня пол-литра воды. В пол-литра воды. Берите любое, что у вас есть. Можно добавить лактат хитозана, можно добавить янтарин. Я сегодня добавлю НВ-101. Вот, пожалуйста. 2 капли на пол-литра. 1, 2. Больше не надо, не переборщите. Не нужно перебарщивать с препаратами и думать, что мы сделаем лучше. Не всегда много – это хорошо. Можно взять экстракт хвои, можно взять алоэ, кто чем пользуется, кто к чему привык. Можно взять 1 капельку циркона на пол-литра воды, ради бога. И вот каждый раз можно будет менять воду, содержа растения листьями вниз. Наливаем воду, уровень цеофлоры. Сейчас я буду примерять орхидею, чтобы она у меня села половиной листьев. Сейчас самое главное расположить шею так, чтобы она у нас ушла вниз, в уровень влажного воздуха. Испарение воды тоже никто не отменял в условиях теплого содержания и хорошего освещения. Вот так я помогаю немножко пинцетиком листочки, располагаю и тем самым опускаю шейку. Я вижу, что можно добавить воды. Ну все.
Я вам показала, что я сделала для нее. Ничего как бы такого сверхъестественного и сложного, но поверьте, вот в этой ситуации вот именно этот способ работает обалденно. На циафлоре. Почему на циафлоре? Я привыкла так делать. Циафлора, она в своем составе, кстати, содержит необходимое количество кое-каких микроэлементов. Это такой специфический природный материал, который в своем составе при намокании из циафлоры выходит хоть какое-то количество микроэлементов, которые способны поглотить листочки. Знаете, я вот проверяла этот метод, он очень хорошо работает. Мне нравится на циафлоре. Если вам нравится просто в водичку листочками, ради бога, можно без какого-либо уровня циафлоры налить воды в нужный уровень листиков и вот так содержать растения на наращивании корней под дополнительной подсветкой и при теплом содержании. Температура как ночью, так и днем должна быть всегда одинаковой, ну желательно. Каждый раз можно менять состав воды. Вот я сейчас налила с НВ-101. Вот этот вот препарат, он не портит воду, она не затухает, ничего с ней плохого не происходит. Поэтому я именно так и сделала. Вот так она у меня будет находиться до того момента. Ну вот вода начнет испаряться, я буду добавлять водичку. Можно, кстати, вот в эту воду добавить, если вы не добавляете никакой стимулятор, если у вас чистая вода идет, можно добавить таблетку активированного угля или 2. Для чего? Для того, чтобы вода не запрела, не затухла. Вот, у меня циафлора, у меня состав стимулятора НВ-101, поэтому я никакого активированного угля сюда добавлять не буду. Отклик растения на такую систему содержания наступит не быстро, через 1,5–2 месяца. Ждать раньше от этой орхидеи каких-либо изменений и улучшения состояния не стоит. Не отчаивайтесь, не пугайтесь. Орхидейка в таком состоянии находясь, она пока, знаете, вот будет думать, что и как с ней происходит, как лучше начать восстанавливаться. Я первое, что жду именно от этой орхидейки в этой системе расположения на наращивание корней, это появление нового листа. Маленького листика из точки роста, который начнет появляться за счет энергии своих вот этих листочков, старых листочков, которые находятся на растении. Все, ничего другого. Воду можно менять, чередуя чистое и с составом какого-нибудь стимулятора. Это особо не принципиально. Я ничего никуда выливать не буду, буду просто наблюдать за состоянием растения и за какой-либо хотя бы положительной динамикой. И обязательно вам все покажу и расскажу. Важно еще сказать, озвучить, что нужно вовремя перевернуть орхидею. Что значит вовремя? Вот появится новый лист, появится хотя бы какое-то количество корней, там 2, 3, 4 корешочка. Это будет замечательно. И когда я уже буду видеть, что размер, длина этих вновь появившихся корешочков где-то 1,5–2 сантиметра, может быть 3 сантиметра, все, переворачиваем орхидею. Иначе те листики, с которыми растение располагается на восстановление, они начнут быстро портиться. Поэтому вовремя переверните орхидею и посадите уже в стимулирующую посадку. Я вам обязательно покажу, что и как. Может быть, дай бог, все будет хорошо, и у нас получится восстановить эту орхидею. Как только пойдут росты, будем переворачивать. Но могу сказать, что, конечно, листья, они уже достаточно сухие. И вот здесь нужно озвучить именно то, что здесь листва уже появилась, на ней уже появилась, может быть, знаете, листья прошли точку невозврата. Вот, поэтому орхидея сейчас, возможно, будет съедать лист за листом, но при этом молодые росты должны таки появиться обязательно. Вот такая у меня работа была вашему вниманию. Видите, что произошло вот с этой орхидеей, пока это купалась. Это у меня вот помещалось в спа-салон. Я смочила ватные диски вначале чистенькой водичкой, потом я набрызгала лактат, хитозана. И все. Сейчас я надену сверху пакетики и поставлю орхидею в теплое место под подсветку. Вот такая работа была проведена под вашим пристальным вниманием, с моими плотными и глубокими пояснениями, почему
что и зачем, как и когда я делаю. Надеюсь, информация была для вас полезной. Обязательно вам пригодится. Вы ее возьмете в свою копилочку знаний, которые будете применять для ваших любимых орхидей. А на сегодня у меня все. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. До новых встреч!